Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня решила пораскрашивать в цветочных узорах. Как всегда, на ночь я просматривала всякие раскраски и поняла, что здесь я давно не раскрашивала. А вообще хорошая раскрасочка. Здесь, ну, как бы разные и узоры есть, всякие паттерны, и иллюстрации с детальной прорисовкой. Вот. У меня тут, в принципе, немного раскрашено. Вот здесь вот я акварелью раскрашивала или акварельными карандашами. Скорее всего, даже акварельными карандашами. Потом еще вот такая вот у меня иллюстрация раскрашена. Я, кстати, люблю такие. Здесь вот есть фон мятный, сухой пастелью такой. Но кажется, что совсем бледно. На самом деле в жизни намного ярче. Вот, то есть видно вот этот фон. И все так блестит. Мне нравится, как получилось. Вот. И сегодня я хочу пораскрашивать вот эту иллюстрацию. Вот эту. Карандашами, скорее всего. Наверное. Не, ну, в принципе, можно, наверное, было бы акварелью, но нет, скорее всего, это будут карандаши. Я, наконец-то, сняла с микрофона вот эту ветрозащиту и нацепила другую. Сейчас покажу вам. Вот этот вот пушистик. Вот. В общем, сейчас я достану карандаши, подумаю, какие именно, и приступлю к раскрашиванию. Ну, наверное, лиры здесь листочки будут, а сами лепестки пока еще не решила. Ой, кстати, сейчас вам еще кое-что покажу. У меня тут, как говорится, на столе новый жилец. Вот, смотрите. Какой классный крыс. Но он раньше на столе у мамы стоял на компьютерном. Она же вот крысой родилась. И она крыс, конечно, вообще обожала. Классный такой, позитивный. А там еще полный рот счастья. Вот, я тоже крыс обожаю. Вообще грызунов. Но единственное, что хомяков я... Ну, пожалуй, я люблю только своего первого хомяка. Он был такой ангорский, у него вот такущая была шерсть. Красивый был такой и очень-очень умный. Добрый, умный, обожал купаться. У него всегда в клетке чисто было, то есть была кроватка, куда он ходил спать, была кухня, был туалет, то есть он прям вот мега умный и долгожитель был. А потом у меня, ну это был мальчик, а уже потом в сознательном возрасте, когда у меня был крыс, господи, у меня было 2 хомяка, хомячихи, тупые, вот на них смотришь, вот правда, вот видно, девочки, вот такие девочки, им прям хотелось бантик повязать, какую-нибудь розовую юбочку прицепить и ногти накрасить, и вот прям вот тупые, злые, ужас, свиньи просто. А вот 2 крыса было, это, конечно, шикарные. Одного Люцифер звали, а другого Крис. Но, к сожалению, первый вот, он вообще умер за неделю до того, как умерла моя мама. И он у нас, наверное, года 1,5 жил. Он потрясающий был. Второй, но он уже был больной, когда его купили. В принципе, было понятно, что у него явные проблемы, и он, по-моему, прожил только полгода. Но тоже потрясающий. Ну, в общем, у меня как-то склонность больше к крысам. Хотя многих смущает их хвост, но не знаю. Я считаю, что это просто... Вот если бы они дольше жили, я бы, наверное, завела. Прям хочется потискать, но такая прелесть. Ну да, и пауков я люблю. И тритонов. Изменила ракурс, несмотря на то, что я купила штатив, я поняла, что очень даже неплохо вот так снимать, хотя потом
я еще кое-что поменяю. Незначительно, но все-таки, потому что я тут разбиралась. Ну, может быть, я даже сегодня вам покажу. У меня вот под столом, вот как раз вот в этом вот районе под столом, у меня стояли 3 пластиковых ящика, таких контейнера, ну, как, знаете, для овощей. И там у меня лежали всякие запасные ручки и тому подобное. Но мне это мешало, потому что у меня вот этот стол, он, ну, вы знаете, он длинный, икеевский, а с другой стороны там как раз вон ушастик спит. И мне вроде тоже места достаточно, но, короче, я решила переместить те ящики в гардеробную, там свободное место. Вот, вот здесь вот уже теперь не так, а вот так вот будет спать ушастый под столом, скорее всего, поэтому вот. Я тут достала свою коробочку. Так, сейчас, давайте уж тогда. Вот, сейчас я подберу карандаши. Я все-таки хотела бы, наверное, лирой пораскрашивать. Поэтому, так, значит, мне нужно вот этот цвет, этот. Хотя также мне бы хотелось использовать Magic, но нет. Так, еще вот этот. И мне нужен еще один. Вот он там. Так. Ну, теперь полный порядок. Вчера я здесь все, пусть и на скорую руку, но там протерла, убрала. Но нужно здесь тоже будет разбираться. Я просто вчера весь день потратила на съемки видео про косметику и также заодно убиралась. Зато посмотрела, сколько у меня косметики есть, что есть, чего нет. Ну, на самом деле всего полно, всего в достатке. И вот, ну, нужно было все баночки протереть, все полочки протереть. Ну и заодно вот я там, у меня просто в гардеробной, я думаю, вы видели такие же пластиковые ящики белые, ну а вот здесь под столом стояли такие цветные, красный, зеленый и желтый, по-моему. Ну вот, и я, в общем, их туда же сверху надставила. Получилось там еще выше этажерка такая, но зато удобно. И там место пропадало зазря, а здесь оно место занимало. К тому же, скажем так, все-таки гардеробная это зона отдельная, а здесь все-таки комната, я здесь сплю в том числе, и постоянно дергать этот ящик, и чтобы протереть пыль. Там-то я когда все вытаскиваю, протираю за ящиками, но там как бы это и не страшно. Вот. А здесь и лазить неудобно. В общем, да. Как-то так я решила. У меня сейчас настроение значительно лучше. Ну, видимо, это от многого зависит, потому что что-то и плюс наладилось. У меня как-то Вселенная всегда, знаете, так тоже показывает, что типа, ну, мир не против тебя, мир за тебя. Вот, иногда об этом, конечно, забываешь, но да. В целом все нормально. Я вот единственное, что пока, ну, у меня все равно вот пока ориентир только на YouTube. Я даже сейчас, если вы заметили, на Дзен, ну как, у меня в черновиках масса видео, которые я новенькие снимаю, и старые, но я что-то вот бывает время, я могу на целый день, каждый час, там у меня выходит видео, да, а бывает так, что я одно добавлю, бывает не добавлю, ну потому что, ну там
как сказать, ну там вообще никакой отдачи, это просто вот, ну, издевка создателей данного ресурса, и как бы, ну, не лежит душа. А вот ВКонтакте я же говорила, что, да, я как бы, вот, если что уже, мало ли, то я буду заливать видео туда. Но я вообще, вот опять же, если задуматься, чего у меня просит душа, да, ну вот если вдруг, да, такой плохой сценарий, что, скажем, что-то с Ютубом приключится, да, я, правда, надеюсь, что этого не будет, но все-таки. И вот, ну, дзен, понятно, что может быть, я не знаю как бы на 100%, но пока, может, я его не удалю, хотя, ну, как бы это, знаете, смешно, там, вообще это просто какая-то клоунада. Не говоря о том, что там, понятно, с настройками это все я разобралась. Ну, мне даже смотреть там не хочется ничего. Ну, неинтересно это все. Может быть, только какие-то короткие ролики. А вот так, знаете, чтобы утром встать, включить, что-то посмотреть. Нет, нет, нет. Вообще никак. Соответственно, я ближе к контакту. Хотя, ну вот если выбирать между своей группой ВКонтакте, да, и между своей страничкой, я все-таки, у меня больше лежит душа к своей страничке. У меня есть разные группы и по мыловарению, и по танцам, и там посвященные моему любимому актеру. Плюс я в нескольких там группах администратор. Но мне, вот если все-таки, да, продолжить вести свой канал, а я все равно без этого не могу, да, я склоняюсь к своей личной страничке. Вот. Но пока я все-таки создала группу, в принципе, там у меня ссылка на страничке, ну, как бы добавляйтесь. Просто, знаете, тут еще такой момент очень важный. Это уже многие заметили, многие это обсуждают так между собой, там кто-то еще, может быть, в соцсетях обсуждают, что, ну, как бы YouTube, да, он объединяет нас. То есть, ну, как-то уже так повелось, что если ты блогер, ты, в принципе, ну, для YouTube, Instagram, мы как-то, да, все это вот так воспринимаем. И это нас объединяло, потому что, ну, как правило, создали канал на YouTube, есть там инстаграмчик, и мы все там. А сейчас, когда вот эта тема началась, получается, все разбежались кто куда. Кто ВКонтакте, кто на Рутубе пытается. Все, сначала, да, метались люди между Рутубом и Дзеном. Сейчас вот контакт добавляется. И по факту везде есть свои «но». И каждый из нас, да, он, допустим, где-то остановится, а зрителю, получается, надо метаться. Поэтому я вот в ближайшее время добавлю, сделаю пост в сообществе, может быть, даже под видео. Я добавлю ссылку на Дзен, добавлю ссылку на сообщество ВКонтакте, добавлю на Рутуб. Я надеюсь, что мне не придется всерьез там что-то вести. Продублировать, да, но как бы вести я все-таки надеюсь YouTube канал. Но у меня к вам просьба. Вы, пожалуйста, ну, кому вообще не лень, да, подпишитесь везде. А если у вас есть какие-то предпочтения, ну, значит, там, где вот из 3 вариантов, да, подпишитесь там. Можете, в принципе, спокойно ко мне добавляться в друзья ВКонтакте. Только единственная просьба, напишите, что вы с Ютуба, там, не знаю, с Дзена, с Инстаграма, да, потому что очень много вот спамеров, которые там пишут «Здравствуйте», вот что-то в этом стиле. Поэтому вы, если добавляетесь, просто пишите, что вы там
Я с Ютуба. И вообще без проблем добавлю. Вот. Просто для чего мне нужно, чтобы вы вот выбрали, либо на все подписались? Я должна понимать, вот в случае чего все-таки, что более для вас актуально, какая для вас более актуальна платформа. Вот. Потому что продублировать где-то мне, в принципе, несложно. Но, да, при наличии Ютуба. А если вот так, то надо хотя бы понимать, где все равно делать основной упор, где большинству зрителей будет удобно. Нет, ну, конечно, у меня есть и, безусловно, свои интересы какие-то, вот, которые я тоже буду соблюдать, но все равно мне надо как-то на что-то ориентироваться. Просто с дзеном, ну, понимаете, например, многие люди там говорят, вот я, кто-то, там, я против монетизации, я там не включаю ничего. Ну, на самом деле, знаете, YouTube иногда, да, он сам иногда бывает, даже тем, у кого меньше 1000 подписчиков, помогает, продвигает и рекламу плюс еще ставит. И такое бывает. Вот. Но на самом деле всегда хочется сказать, что те, кто... Ну, я уважаю мнение других людей, но когда, знаете, так люди принципиально говорят, вот я никогда не включу там монетизацию, еще что-то, я думаю, а что ж ты тогда активно пытаешься там, еще где-то пропиарить свой канал и прям за все трясешься. Ну, если, грубо говоря, для тебя это просто хобби, так ты просто снимай, как говорится, да, там, вот. Я, например, никогда не скрывала, что, да, у меня есть другие источники какие-то дохода, да, основная профессия, ну, хотя я фрилансер, то есть я работаю на себя, я зарегистрирована как самозанятый, я выдаю чеки, то есть вполне официально, там, и могу хоть в приложении, там, не знаю, мой налог, хоть в онлайн-банке, я официальный чек выдаю с QR-кодом, со всеми делами, все как положено. Вот. И уплачиваю, соответственно, налоги со всех своих доходов, в том числе с Ютуба. Вот. И я, например, ничего не вижу стыдного в том, что человек зарабатывает на том, что ему нравится. Вот, например, меня родители воспитывали так, что, чтобы я выбрала то, что мне будет по душе. Вот. И поэтому и как основную свою профессию танцы я люблю, я с огромным удовольствием преподаю, я обожаю своих учениц. Помимо этого, да, я вяжу, я шью, варю мыло, снимаю видео. И мне абсолютно не стыдно, что, например, мой канал пусть дает небольшой, но какой-то доход. Мне не стыдно за это, потому что стыдно, знаете, воровать, обманывать людей, там, да, на что-то клянчить деньги, ну, да, там, а на деле тратить их на что-то другое, вводить людей в заблуждение. Это да. А работать нет, не стыдно, тем более, что если видео смотрят, значит это нужно. Вот, например, я сама не только снимаю видео, я смотрю. И некоторые видео я просто жду, я всегда радуюсь, когда блогер каждое там утро выкладывает видео, я сижу за завтраком, да, и прям вот заряжаюсь этим позитивом. Вот. Но, например, да, сейчас, когда YouTube по понятным причинам урезал нам монетизацию, я все равно снимаю. И я даже понимаю, что если на какое-то время вообще все обломается с заработком на YouTube вообще, да, я понимаю, что, но если будет возможность выкладывать видео, я все равно буду выкладывать. И буду выкладывать здесь вперед, независимо от того, что мне там денежку не начислят. Вот. По многим причинам, в том числе потому, что я просто это дело люблю. А уже потом будет основное. Даже там, где хоть какая-то монетизация. Вот.
Это как бы моя позиция, и я не вижу ничего в этом плохого. Каждый, да, бывает, например, люди где-то живут в каком-то маленьком городке, где вообще нет особо никаких возможностей, вот где есть рабочее место, там работает. Опять же, это почетно, потому что человек не ворует, а работает. Понятно, не у всех есть, может быть, возможность заниматься только тем, чем нравится. А бывает так, что вроде, я знаю таких людей, когда вроде все есть возможности, а человек ненавидит свою работу, потому что родители когда-то прям заставили выбрать, и он ненавидит свою профессию, и при этом ничего не меняет. И такое бывает. На самом деле жизнь разная. Вот. Ну и потом, например, блогерство. Есть, безусловно, каналы, которые большие, там все-таки доход больше, чем траты. А наши каналы, это, знаете, как бы оно немного дает-то, в общем-то. По факту это так, на развитие канала, ну там, может быть, закрыть еще какие-то основные небольшие свои необходимости. Но у меня это не основное, поэтому я говорю, что все равно это приятно, когда, да, что-то получаешь. Ну, например, вот у меня вот этот микрофон, я его уже 3 раза меняла, потому что, да, это необходимость, с которой ты снимаешь каждый божий день. Помимо этого, у меня есть еще один микрофон этой же марки, более крутой, в таком чехле. Он с 2 базами такими, которая прикрепляется к камере. Вторая там на пояс. Я вот в одном из влогов покажу. Это тоже все вложение. Хороший штатив, и не один, куча держателей, освещение. На самом деле, как бы, блогер чаще всего даже больше тратится. Ну, в общем, я пока в раздумьях. Я все-таки надеюсь, что как-то... Ну, в общем, можете подписываться на группу ВКонтакте, там посмотрим. К слову же, сейчас есть сервис ВКонтакте, который позволяет перенести видео. Они, понимаете, сначала обещали, что мы перенесем все видео, потом только 1000 видео. Потом выясняется, что 1000 видео в 2 захода, а когда начинаешь переносить, то не по 500, а по 488. Выбрать толком что-либо проблема. Вот у меня, по-моему, 4-е сутки пошли, как у меня 488 видео переносятся в группу. К слову, опять же. У меня тут уже просто до трясучки я сидела, ревела. Ну еще, кстати, в группе ВКонтакте, как я поняла, монетизация есть, на личной страничке нет. Но не знаю, опять же, вот я создала группу, потом попыталась ее удалить. Я понимаю, она не удаляется. Плюс я уже запустила все-таки перенос видео туда. Потом я пожалела, надо было на личную страничку. Не знаю. На Рутубе у меня пока мало видео, потому что... Меня напрягает система, что там видео стоит на модерации сутки, 2, 3, непонятно вообще вся эта система. Ну вот Контакт я очень люблю. Это хорошая социальная сеть, она мне удобна, понятна. Сейчас она развивается. Но единственное, что поскольку мой канал, это смешанный контент, да, и я принципиально не буду, даже вот, казалось бы, сейчас, когда была возможность, да, и сейчас есть возможность, уже все равно при переходе на новую платформу, да, какую-то, допустим, есть возможность
можно разделить. Понятно, что канал YouTube, он уже есть, он что-то дает и смысл, а там можно было разделить. Но я не буду этим заниматься. У меня всю жизнь был смешанный контент, и он всю жизнь будет смешанный на любой платформе. Вот. Ну, единственное, что мой принцип, как правило, все-таки снимать несколько видео в день и по разным интересам, да, чтобы всем было что посмотреть. Ну, а сейчас я немножко притормозила, то есть я снимаю каждый день загружаю видео, и выходят они каждый день. Но, как правило, по одному, потому что я в начале этого месяца начала. Ну вот, если раньше, да, там, ну, даже не знаю, как объяснить. Но вот сейчас, например, у меня растут подписчики, растут просмотры. Но когда начинаешь загружать по нескольку видео даже на разную тематику в день, как-то что-то где-то тормозится. В общем, пока я решила по одному видео все же выпускать. Хотя изначально в начале месяца у меня вот были такие планы вернуться к прежнему режиму. Ну, не знаю. В общем, да, у меня такие сейчас просто размышления. Не знаю, как лучше поступить. Поэтому вот подписывайтесь, вы таким образом мне даете понять, где кому актуальнее что. Потому что я знаю очень многим, в том числе как мне, тот же самый дзен, люди не очень воспринимают там контент. Ну, то есть вот, например, на тех, на кого я там подписана, но даже кто уже там на дзене давно, ну, я могу посмотреть короткий ролик, там, поддержать человека. Так, а вот это что? Это же стебли, правильно? Но это, наверное, может быть, какого-то другого цвета. Нет, вот это еще надо такой цвет сделать. В общем, все как-то... Вот я даже сейчас так сижу и думаю, все-таки группа ВКонтакте или личная страница. А разум говорит мне, что уж если что-то делать, то опять же, пусть будет монетизация, пусть будет все как положено. Значит, группа. А сердце мне говорит личная страница. Ну, потому что там масса друзей, там масса подписчиков, прокачанная страничка хорошо. Там все активно. Но единственное, что у меня как-то там довольно спокойно, то есть у меня в основном активничают одни и те же люди, которым просто вот эта соцсеть как бы единственная, близкая, да, а все остальные на меня подписаны, но активничают в Инстаграме. А сейчас, вот знаете, очень обидно, что потихонечку начались там отписки, лайков стало меньше. То есть все-таки люди спустя какое-то время, видимо, как-то начали с этим мириться и уходить от Инстаграма. Это очень обидно. Не, ну, там я, может быть, и не переживаю особо, потому что я... Ну, все равно есть люди, которые оттуда точно не уйдут и будут там, и я буду с этими людьми, и они со мной. Плюс я в любом случае там всегда ориентируюсь, а сейчас особенно буду ориентироваться и на зарубежную аудиторию, в том числе, особенно на португалоговорящую. Поэтому там я, в общем-то, не сильно за это переживаю. Но пока я так лайтовенько там
Просто по идее нужно тогда, наверное. Не, ну там есть же функция перевода, так что можно не напрягаться. И на португальском в том числе, если только хэштеги выставлять. А с другой стороны, если я хочу именно на них ориентироваться, то можно и русский, и португальский сразу. Посмотрим, как будет. Так, ну и не знаю, здесь уже что? Другим зеленым сделать. Наверное, для разнообразия. Сейчас я возьму, что ли, вот эти. Желтый у меня в другой раскраске сейчас. А он мне здесь будет особо не нужен. Мне нужен будет светлый. К слову сказать, надо поторопиться, потому что у меня не раскрашенных каких-то незаконченных, по-моему, только одна раскрасочка и все. Потому что руки не дойдут. А все остальное, все, что я начала, я все сделала. Но есть масса того, что мы красим каждый месяц, а я еще не приступала. Как-то так. Но опять же в этом месяце у меня вот желание красить либо что-то сюжетное, номерные прям я все отставила, но только вот ко дню космонавтики. Но я, кстати, в тот день просто не могла, и не получилось у меня съездить там в Красногорск. Но, может быть, сейчас, вот знаете, погода наладится, съезжу. Мне хочется там что-то на тему космоса есть. Ну, кстати, в моем любимом авиапарке там проводили мастер-класс «Космос в банке». Ну, я тоже как бы не могла в этот момент там быть. Ну и ладно. Это все наверстается. Тем более, что в Тушино, потом в Красногорск мне очень хочется. Над этим будет озадачиться. Как-нибудь погулять там. Я вообще вот те районы все очень-очень люблю. Ну, правда, еще тема космонавтики есть на ВДНХ, но мне ВДНХ абсолютно не близко. В Сокольниках есть еще всякие там планеты, вот это все дело. Ну, к Сокольникам я так себе отношусь. Раньше мне принципиально не нравилось, сейчас, ну, не сильно меня туда тянет. Там неплохо, но не люблю особо, так что. То есть я думала, что, может быть, я еще как-нибудь туда съезжу, но неохота. Хотя странно. Меня родители очень любили. И меня туда тоже возили, насколько я знаю. Но как-то так. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось... кстати. Ну да, лайк-то ставьте. Я вам сейчас только покажу, знаете... Сейчас аккуратненько сниму смартфон. Вот. Вот этот ящик, вот этот и вот этот, они у меня стояли вот как раз под столом. Но поскольку они, видите, здесь одинаковые, я их просто сверху поставила, потому что вот у меня были вот так вот ящики и вот эти части. Правда, вот эти были выше. У меня просто есть такие ножки, я сейчас не могу найти. Я приготовила посылку в Питер, чтобы в город, там на дачу кое-что, и я ее так не отправила.
Потому что мне самой было тяжело вести, я думала, я отправлю, и поленилась. Ну, мне не хватило времени, а сейчас тоже вот то одно, то другое. И вот. Я посмотрела там, надо еще раз перебрать, потому что мне кажется, что вот эти ножки, может быть, там еще были с колесиками, может быть, я в Питер решила отправить. Ну, тоже сомневаюсь. Но абсолютно точно, что у меня они есть. Я просто к чему говорю, когда я их найду, я вот сюда и вот там вот поставлю такие ножки, и вот это отделение будет больше. Но пока у меня там всякое картон, там тому подобные вещи лежат. А так вот у меня здесь скотч декоративный, тут вот, видите, вот эта штучка, там ручки запасные и тому подобное. Потом, что у меня здесь? Ну, здесь у меня разное, в том числе штативы и так далее. Тут вот самоклеющаяся бумага. Мыло, кстати, перекочевало пока туда. А здесь у меня всякие тоже стикеры и тому подобные штуки. Ну, а тут у меня в основном всегда лежит косметика. Я как раз тут все перебирала, все эти баночки. Вот. Тут вот у меня еще такая дорожная полка, где у меня всякие подушечки, там, не знаю, тапочки, тому подобное. Вот там внизу у меня накладные волосы всякие, прядки лежат. Ну, в общем, как-то так. Поэтому устроила себе такую перестановочку. Тут у меня для маникюра все. Вон там, видите, сколько этих бигуди. Тут вот лаки лежат. Ну, короче, как-то так. Ладно, вот теперь это видео буду точно завершать. Ставьте лайки, подписывайтесь и на этот канал, и также на другие мои каналы. Делайте выбор. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.